Сидела женщина, скучала, своей работы в доме мало. Взяла стамеску и болгарку, чтоб стены в душе заровнять. К ремонтным работам мы еще вернемся. Ну а я всех рада приветствовать у нас на канале из города на дачу. Не знаю, как у вас, но апрель у нас выдался каким-то зимним месяцем, а не весенним. То снег, то дождь, то сильный ветер. И только когда выходило солнце, мы спешили сделать всю работу, которая обычно накапливается в весенний период. Участок у нас очень большой, поэтому Рома часами пропадает ежедневно в саду, в поле, в огороде, чтобы убрать траву. Благо есть бензокоса, она упрощает работу. Но поднять рабочий дух может, конечно же, вкусная еда. Рома из города привез ящик шампиньонов, поэтому сейчас я отберу самые крупные, чтобы замариновать на вечер, а остальные порежу на заморозку. Мы очень любим запеченные грибы на костре. Для этого, как я уже сказала, я их замариную. Маринад очень простой, можно использовать майонез, либо сметану, также чеснок и немного соли и специй. Здесь уже кто как любит. Выбрала шампиньоны и сейчас промою их под холодной водой. Я очень люблю свою дачную кухню, и хотя здесь еще нет пока капитального ремонта, я очень рада, что здесь мы обзавелись хотя бы некоторыми коммуникациями. Подвели сюда воду, но канализационный сток здесь был еще до нас. Он выведен в уличный туалет. Ранее этот сток был забит, поэтому я мыла посуду в чашке, которую после каждого наполнения приходилось выливать на улицу. Ну и самое главное, радость моей кухни — это бойлер. Особенно в холодный период не приходится полоскаться в холодной воде и лишний раз греть ее в чайнике или на печке. А это своего рода тоже лишнее движение, также тяжесть, и лучше я это время сэкономлю для ремонта или какой-нибудь переделки. Но здесь я уже вымыла грибочки и почистила чеснок. В чашку с грибами тру чеснок на мелкой терке. И здесь можно уже по своему вкусу добавить специи и соль. Но так как мы все едим слабосоленое, поэтому соль добавлять не стала, так как буду добавлять майонез, и грибы напитаются солью уже от него. Грибы хорошенько перемешиваю, накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник на несколько часов. Пойду переоденусь, так как впереди меня ждут грязные работы. Ну, пока Рома расскажет, как продвигаются у него дела по уборке территории. Уже немного мы покосили траву во дворе. Как видите, так очень красиво. Вообще косить мне очень нравится. Это как в тетрис играть. Так потихоньку снимаешь ряды травы. А сегодня хотим покосить еще всю траву за забором. Вот там у нас в саду. Поставлю камеру на ускоренную съемку, и вы увидите, как очень быстро преображается наш сад. Иногда я очень завидую, в хорошем смысле слова, людям, у которых участки намного меньше, чем наш. Большая часть которых не пустует, а занята постройками, также садом, огородом. У нас же очень много свободной земли, где трава растет как на дрожжах. Как я уже говорила ранее, Рома день ото дня работает в расчистке участка от травы. Эта работа занимает вторую неделю, поэтому я стараюсь тоже Роме немного помочь по уборке, чтобы он мог поскорее освободиться и перейти к ремонтным работам. Под прошлым видео многие советовали использовать эту траву как мульчу на грядках. Другие же советовали переработать эту траву, пересыпать ее землей, также увлажнять и в итоге через год или два получить хороший грунт. Второй вариант нам понравился больше, так как первый я использовать не могу. На траве уже было очень много семян. А такой горький опыт мульчирования у меня уже был, повторять не стану.
Веня, поехали. Поехали, Венек? А ну, поехали. Веня, Венечка. Не понравилось. А вот Персик катается с нами. Немного уставшие, замученные, но очень довольные результатом. И вот такое до и после у нас получилось. А теперь я спешу в летний душ, чтобы там продолжить ремонтные работы. В прошлый раз мы вам показывали, как с Ромой добыли вот такой вот камень. И из этих пластушек дикого камня мы хотим с Ромой отделать стены внутри летнего душа. Скажем так, отделка без затрат. Да никуда я от тебя не сбегу, Венечка, не сбегу. Жуй свою травку, кушай, кушай, мальчик. Бегает хвостиком за мной, а. Скажите, зачем я уже третий день берегу вот эти вот скелеты бутылочек и не выбрасываю их, а? И вы понимаете, вот я не Плюшкин, ну не Плюшкин вовсе, но вот эта вот навязчивая мания, а может они пригодятся, вот просто могут легко нормального человека превратить в Плюшкина. Нет, все, пошла выбрасывать. До первого нашего косметического ремонта здесь в летнем душе, здесь были голые кирпичные стены и остатки старой извести, которую мы сняли. Также Рома заштукатурил все щели, большие дырки. И, как видите, кстати, щелей нет, что упрощает процесс работы в этот раз. Дальше стены мы вымыли и покрасили акриловой краской. Ну и нанесли еще слой извести, чтобы не было здесь плесени. Ну, сейчас одеваю рабочие перчатки, также приготовила масочку и шпатель. Постараюсь шпателем снять остатки краски на стенах. Я постараюсь зачистить стену так, чтобы на ней не было вот таких бугров. Верхняя часть стен в основном идет под покраску, ну а внизу мы выкладываем дикий камень. Как задумано по проекту, о нем я рассказывала в прошлом видео и также в телеграм-канале. А кто еще не подписан на нас в телеграм-канале, обязательно переходите по ссылочке в комментариях, либо в описании под этим видео, подписывайтесь, там можем с вами пообщаться. Чтобы пыль не разлеталась, решила увлажнить стены с помощью краскопульта. Этот краскопульт доживает свой век, у него уже не хватает несколько деталей, но впереди меня ждет еще очень много работ, где он мне будет нужен. Поэтому я подстраховалась и заказала новый. Работать шпателем не очень удобно, он очень легкий и нужно прилагать много усилий. Поэтому я здесь еще немного помучаюсь, но потом пойду искать стамеску. И, кстати, обратите внимание на сам кирпич, который вырисовывается из-под покраски. Он и не белый, и не коричневый, а какой-то серо-буро-пошкарябанный. И большую часть кирпича закрывает штукатурка. Но как раз этим мне и понравилась фактура этих стен. Поэтому заново штукатурить или что-то добавлять мы не будем. Фактура здесь уже и так готова и идеальна для покраски. Зашла в сарай, в наш дровник. Здесь увидела одну штуку. Вот она. Вот посмотрите, какая крутая вещь. Может быть, она даже лучше всяких шпателей. Еще так попробую ей снимать старую краску и известь. Так идешь, потом тебе раз и сюрприз. Ляп перед носом. Вот так вот бывает. Вот так вот все получается. Это все вручную. Но мы сейчас попробуем еще и болгаркой с помощью насадки. Все-таки будет легче, проще. Потому что снимать еще очень много. Кто это тут пришел?
Беня, скажи, что вы тут творите в моем душике? А кто это там у нас спрятался? Кто это тут у нас прячется? Веснуша. Веснуша Васильевна, да? Беня, а моя охрана? Да, скажи же, не знаешь, куда от нас спрятаться? Ну спи, спи. А то тебе еще ночью мышек ловить, да? Спи. Подстригли траву и на нашем участке, и даже хорошо ее сняли вокруг него. А сейчас хочу еще что сделать. В том году мы подрезали несколько деревьев, вот как видите на заднем плане. Они засыхали, и мы думали, что если ветки обрежем, то на следующий год оно хорошо пойдет, даст новые паростки. Но ничего не дало. У нас несколько таких деревьев, и так получилось, что они располагаются в разных краях нашего участка. Вот это абрикоса, с той стороны еще, тоже покажу, там груша, яблоня и тоже еще шелковица, кажется, да. Вот эти 4 дерева, они засохли, поэтому их нужно хорошенько распилить, и будет и на шашлык, и на растопку зимой печки. Те, кто уже давно смотрят наши видео, они знают, что 2 года назад в пожаре у нас сгорела наша новая бензопила. Так, конечно, было жалко ее. И мы вот эти 2 года пользовались аккумуляторными. У нас есть такая мини-пила и пила чуть побольше. Эти аккумуляторные пилки, они хорошие, очень много нам помогали, но все-таки без бензопилы очень тяжело. Особенно если такие деревья пилить или что-то такое более-менее серьезное. Поэтому вот такая пила у нас появилась недавно. Очень этому рад. Сейчас залью, в общем, масло для смазки цепи и приготовлю масляно-топливную смесь для самого двигателя. Отверстия очень похожие, тут главное не перепутать. Ага, вот здесь бензин, а вот здесь для смазки цепи. А еще вот здесь ведомая звездочка и такое небольшое отверстие рядом. Туда тоже нужно налить масло, особенно перед первым запуском. Так, взял шприц такой маленький. Как раз, думаю, этого хватит, даже запасом. Вот она, видите, какая туда. Так. Плохо у меня нету масленки. Ну и так. Мы прокрутим. Пару раз она уже смажется. Ага. Так интересно, как она булькает. Видите, масло туда попадает. Раз, раз, хоп. Зашло. Все, теперь завожу двигатель и даю 2-3 минуты хорошенько прогреться на холостом ходу. Буду немного газу поддавать, чтобы хорошо двигатель прогрелся. Не знаю, как у вас, а у меня всегда такое переживание перед первым запуском. Вообще запустится, не запустится, работает, не работает, всегда так переживаю. А когда уже запущу 1-2 раза, то уже все хорошо. Решила немного отвлечься от своих ремонтных работ и помочь Роме. Не зря говорят, скучная жена – горе семье. Но в нашей семье чаще набирает оборот фраза «ну, с ней не соскучишься». И в случае с Ромой мне с ним тоже скучать не приходится. А у нас маленький прогресс, у нас Беня научился залезать на деревья. Ну и самое главное, что он теперь научился еще и с них слезать.
Вау! Да. Какой простор уже! Все, мы справились с Вырисовался. этим деревом. Ну, такое оно было непростое. Древесина такая еще более-менее хорошая. Зато так теперь чистенькая полянка. Чистенькая полянка. Тома, меняйся на дровынечку. Не, уж Тому. Ну ладно. Давай я пилу возьму. Не, все. Вы с Томой, а я с этим всем. Кстати, такая пила, как видите, она не очень большая. Полотно сколько? 35 сантиметров. Это самая маленькая из моих бензопил. Да. Но мне очень нравится. Очень аккуратная, здорово. Так, все. Да. Потом это еще выгниет, и тут травка будет, газончик. Все будет красота. Бери телефон, пошли. Рома и компания котов и собак. Так, и тут же еще Беня пришел, он же без меня никуда, да, Только Беня? персик где-то потерялся. Персик дрыхнет. Перчик. Где наш перчик? Персик. Все идем искать персика. А на днях мы ездили на рынок, чтобы купить клей церезит для поклейки дикого камня. Купили еще всякого разного. И обязательно еще запаслись леской для бензокосы. Пятерочка прям. Но по приезду домой нас ждали животинки, потому что знали, что мы привезем для них тоже что-нибудь вкусненькое. Так, Рома мне принес вот такую вот болгарку с насадкой. Поэтому я сейчас на маленькой скорости попробую. Только одену очки. Если будет прям сильно пыльно, одену еще другую маску. Ну, в общем, стоит попробовать. Вообще, болгаркой я ни разу не работала. Так, он должен был там, Рома должен был включить. Попробуем. Ага, а как я тут? Так, Рома пробует, я учусь. Ну, Маленькая свеча. пусть будет маленькая, пока поучусь, привыкну к ней. Это правда. Может, лопату взять лучше какую-то? На маленькой? Ну, на третьей. Ну, маленькая, да, она там. Ой, мамоньки. Ой-ой-ой, что же это творится, люди добрые. Вика взяла болгарку. Сначала у меня не очень получалось работать болгаркой. Пока я училась, Рома принес лопату, чтобы попробовать ею отдирать, но у нас ничего не получилось. Фух. Так, масочку оденем получше и продолжим работать. Поэтому я смочила стену, надела защитную маску и работала поочередно, то стамеской, то болгаркой. И так работа понемногу продвигалась. Ого, Викусечка, вот это ты тут наделала. Все, не сильно, да, воняет? Ой. Не воняет? Ого, слой какой. Какой теперь душ страшный стал. До этого был красивее. Красивее было. Ну, все, осталось его завтра уже помою. Да. Я сейчас, наверное, разденусь тут на улице. Всю одежду ставлю, чтобы завтра брать мусор. У меня в руках такая силушка. Ну ты прям белоснежная вся. Не белоснежная, да? Вот это ты потрудилась, молодец.
Но сейчас мы будем приступать к следующему, самому интересному этапу нашего ремонта. Будем выкладывать дикий камень. Ну, конечно, я хотела делать ремонт сама и не хотела отвлекать Рому, но здесь мы будем работать вдвоем, потому что это очень интересно. Ну, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Так что сейчас позову Рому и идем работать. Как же пахнут тюльпаны! Вот где женщина должна быть, среди цветов, тюльпанов, цвести и пахнуть, а не вот это вот все. А вот и клей, и Рома. Да. Сейчас буду замешивать раствор. Вначале мы хотели, конечно, взять клей церезит, но в магазине его не оказалось, поэтому мы взяли обычный плиточный клей. Ну как обычный, тоже 650 рублей за мешок. Мне кажется, это нормальная цена. И так. должен хорошо тоже держать камень. Так, вот такой пойдет. Так, вот этот. Ага, тут два. Так, и еще. Ага, и вот этот самый большой. В общем, сейчас пойдем померяем камешки. Опа. Нормально, нормально так. Что мы здесь хотим сделать? Как видите, у нас здесь два таких идут бордюра. Они кривые, некрасивые, портят весь вид. В общем, мы хотим вот так вот обложить эти две ступеньки камнями и спрятать один бордюр. Ну, в общем, из двух сделать вот так вот два. Надеюсь, понятно объяснила. Так что вот такая получится у нас система. Ну, будем стараться сделать красиво и ничего не испортить. Да, Тамара Павловна? Ром, ну смотри, как получается. Вот такая примерка. Отлично. Вначале клеим вот этот первый слой, а потом уже посмотрим. Будем вот эти отверстия еще вставлять камни поменьше. Там у нас на огороде таких я много видела. Да и мы много привезли. Так, ну я замесил пол ведерка, буду по пол ведра замешивать, чтобы нам не спешить сильно работать, да? Угу. Сейчас потихоньку по одному так будем клац. Будем намазывать, прикладывать. Самое главное не спешить. Рома уже две наклеил, и уже третья так более уверенно пошла. Кажется, да, давай туда клей. Вот добавлю, чтобы она не совсем падала. Вот она упала. Так, ну, так и будем по чуть-чуть. Угу. И будем пробовать. Вот так хочу. Или она просто толще идет, да? Угу. Так, да? Угу. Чтоб ровно было, да? Ну да. Хотя бы более. Ну, мы еще уровнем, конечно, потом пройдемся. Рядок сделаем и проверим. Отровняем. Потому что камень все-таки Ну да. дикий, со скалы, не отшлифованный. О, этот идеален тут. Высокий, да? Будет тогда криво. Или так вот будет тогда идти. Да. Ну, в принципе, как оно и идет. Мы его сейчас подровняем немножко. Дай молоток принесу. О!
Слишком подровнял, да? Вот это. Ну, значит, он не подходил в эту сторону. Так, а это чуть-чуть побольше, это поменьше. Это тоже не так. Пойдем сейчас еще добывать камни. Начали мы делать бордюр в душе. И уже в процессе работы я понял, что мы пошли неправильным путем. Нужно было сразу залить, может быть, сделать опалубку, сделать вот этот один бордюр, а потом уже сверху и снизу обложить камнями. Или обкласть, обложить, да? Ну, в общем, что-то такое сделать. Поэтому вот я приготовил таких 2 листа. Это обычная жесть или железо и ножницы по металлу. Расчерчу вот на такие тонкие пластины. Вот так. Раз. Должно получиться пластины 3-4, по идее. Теперь разрежу их. И теперь закладываю по периметру всего бордюра. Вот так раз. Вот. А вот это пространство, которое осталось, сейчас делаю раствор и заложу это все. Угу. Вот так. Отлично. И как раз выровняю этот бордюр, и потом уже будет легче подбирать вот тут камни, которые будем класть. Вот так вот, да? Ну и вот эти тоже верхние, соответственно, тоже будет проще делать. Чего-то сливную яму никто не выкапывает, да? Не пойму, где этот человек, который копал ее, начинал делать. Нужно поискать. А теперь понемногу делаем бордюр. Так, главное, чтобы он не выходил наружу. Вот. Вот такой ровненький сделаем. И нужно будет, конечно, дать ему время, чтобы он хорошенько застыл. А потом уже будем продолжать остальные работы. Викочка замариновала грибы, и мы сегодня хотим их пожарить вот там, в нашем саду. Давно мы здесь ничего не готовили, наверное, несколько лет. Последний раз, кажется, жарили тут картошку на шампурах. Так, накрапывает такой небольшой дождь, но очень бы хотелось, чтобы он нам сегодня не помешал. Тут у нас дров достаточно, они сухие-сухие. Если они пролежали уже несколько лет, то жарить на них будет одно удовольствие. Гореть будет хорошо, и пепел быстро образуется. Потихоньку дождь усиливается. Не знаю, закончится он или нет. Если вдруг не закончится, тогда возьмем зонтики. Одним зонтиком накроем сверху и будем так жарить. Ну, мы будем жарить, конечно, на пепле, поэтому все будет нормально. Сейчас набросаю хорошенько. А капает аж за шиворот. Так, ну что тут? Дрова не прогорели, пока я за зонтиком ходил.
Не, отлично. Жар есть. Немного поподбрасываю еще. Знаю, что у многих наших зрителей богатый жизненный опыт. Очень интересно послушать, какой самый экстремальный шашлык, или может быть барбекю, или вот такое вот действие на природе было самое экстремальное. Или самое интересное, может быть, самое запоминающееся в жизни. Может быть, вы тоже выехали на природу, а там дождь, может снег. Не знаю, что еще может приключиться в такие моменты. Или приехали и спички забыли. Добывали, может быть, как-нибудь таким путем экстремальным. Дождь потихоньку заканчивается. Вернее, он туда пошел, на город. Видите, там синее небо, прям такое темно-синее. А над нами немножко уже просветление. Так что грибы состоятся в любую погоду. Вишни уже зацвели. Думаю, на следующей неделе возьму известь и побелю деревья снизу. Чтобы зайцы не грызли тоже деревья наши. Ну и так тоже красиво будет очень. Птицы поют, здорово. Мы тут уже приготовили трон. Вика принесла грибы, салат, вермишель. Да? Теперь будем вылаживать сами грибы. Ой, я присяду. Ой, садись. Мальчик. А я пока повыкладываю красиво их. Запашок с чесночком, да? Ой, как я люблю грибы. А мы сегодня должны были приготовить на гарнир картофель, пюре. Да, но в магазине его не оказалось. О, горячая. Горячий. А я в клеенке, видишь как? Ага, Надо аккуратно, побыстрее, побыстрее. да. Один раз пришли в магазин. Говорят, мы завтра привезем. Но завтра мы не пришли. И не послезавтра мы не пришли. Сегодня Рома пошел. Магазин один закрыт. Пошел А во втором второй. ничего нету. Тоже нет картошки. Я говорю, да Да. что это такое? Никаких овощей вообще нету. Как это так, нет картошки? Ну что ж, надо понемногу привыкать. То время такое. Без картошки не останемся точно. Может, пока еще не поздно посадим хоть пару рядков картошки. Уже Но у поздно. нас так, хоть сажай, хоть не сажай. Она не вырастет. Так, давай. Ой, как вкусно. Лянь, ты сделала прям как раз. Поместились, Представляешь, да? да? Как раз все поместились над костром. Ой, Это какой вообще... аромат. Как ты так подгадала, Лянь? Один в один практически. Нет, и Лянь, пусто. ничего не осталось, и как раз на М. костер. Вот это мастер, вот это я понимаю. Смотрите, какие у нас баранки к чаю. Я купила один пакет, пожалела, что один пакет. Они такие вкусные, такие прямо тают во рту. Такие интересные, видите, вот их как-то так. Такие загугули, в общем. Не полностью кругленькие, но мягкие, вкусные. Тома, ты ждешь вкусности? И не только Тома, еще и Арфушка, да?
Ох, хорошенько прожарились, да? Угу. Подрумянились. Да. Будем снимать уже, да? Да. Самое главное, что сало. Я пока наклонила, но все уже. Так, я чай поставлю на кирпичики, Мгм. чтобы не остыл. А я накладываю грибочки. Ох, вкуснотища. Кисоночек, да? Ох, не передать вам, как это вкусно пахнет. Должно быть и на вкус тоже так же, да? Угу. Красотища. Так, котики, собачки, вы же грибы не едите. Кто сказал? Я им готовила грибочки, они не ели. Они все поели, кашу, рыбку, лапки. А грибочки так 3 дня лежали в кастрюльке. Скажи, мы исправимся. Так, если вы тоже кушаете, приятного вам аппетита. Все, и тебе приятно. А дым в глаза. Давай пересядешь. Давай. Все, я сюда. Нормально? Немножко в краю, да. Любит тебя дым. Там стоял, он туда дул. Теперь ты здесь, и он здесь. Ну как? М, Хорошенькие. Ну, вкусные. Сочные. Мгм. Супер. Мгм. Обалденно. Мгм.